Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю очень вкусный, красивый торт с очень красивым разрезом. Торт «Дамский каприз» или торт «Генерал». Много названий у этого торта, есть еще и другие названия. Торт, который знаком многим с детства. Этот торт готовится в моем варианте полностью на сметане, то есть совершенно из бюджетных самых продуктов, но получается действительно достойным украшением любого праздника. Готовится этот торт очень просто. Все 4 совершенно разных коржа я буду выпекать с одного замеса теста. Коржи получаются каждый по-своему очень вкусный, то есть разнообразие вкусов в одном торте. Сначала я взяла 70 грамм сушеных абрикосов кураги. Это мягкая у меня такая курага, и я нарезаю ее небольшими совсем кубиками. Здесь 6 яиц, щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара. В данном случае яйца у меня очень мелкие, буквально по 43-42 грамма, без скорлупы. Если же у вас крупные яйца по 65 грамм без скорлупы, нужно брать 4 яйца. Общий вес яичной массы здесь примерно 260 грамм. Вот на это нужно ориентироваться. Добавляю туда 400 грамм сахара. Яйца с сахаром взбиваю примерно минуту, не дольше. И сейчас добавляю на этом этапе туда также 20 грамм кукурузного крахмала. Взбивала еще 1 минуту, и в итоге вот такая масса у меня должна получиться. То есть яйца сильно увеличились в объеме. Добавляю туда 500 грамм сметаны. Сметана у меня где-то полчаса постояла без холодильника. Сметана 24% жирности в моем случае. Вы же можете брать той жирности, которая у вас есть. Это перемешиваю просто до однородности. Ничего здесь долго не взбиваю, просто чтобы масса объединилась. И просеиваю сейчас в это тесто 400 грамм муки. Также добавляю сейчас 15 грамм разрыхлителя для теста. И все это просто перемешиваю миксером до однородности. Ничего здесь долго не взбиваю. Все, тесто готово. В итоге вот так должно выглядеть тесто. Оно достаточно такое жидкое, вот таким оно должно быть. Миксер больше не понадобится. Сейчас разделяю тесто на 4 равные части. В эти 2 части будем добавлять сушеные абрикосы, курагу. Перемешиваем просто. Духовка уже разогрета у меня на 150 градусов Цельсия. И 60 грамм мака добавляю. Мака вы можете брать меньше. Я люблю просто, чтобы больше было мака. Вы можете даже 30 грамм взять мака, просто он тогда будет реже встречаться в корже. Перемешиваем все это и переливаем сейчас уже в форму. Все должно быть заранее подготовлено, потому что тесто, чтобы долго у нас не стояло. 2 формы по 20 см в диаметре я застелила фольгой. Сразу отвечаю на вопрос, если у вас одна форма. Да, можно выпекать в одной форме, очень долго все это ждать, но тесто у вас может пойти, конечно же, пузырями, там уже просто придется обрезать. На 25 минут выпекаю при 150 градусах. Пока пекутся те коржи, подготавливаем следующие. Здесь 10 грамм какао-порошка я добавила в 3-ю часть теста. Перемешиваю. Тесто будет густым. Сейчас мы добавляем туда 2 столовых ложки молока комнатной температуры. Все это просто перемешиваем. Видите, какая густая была масса, поэтому мы ее, конечно, немножко разбавляем молоком. Какао очень сильно связывает массу. Вот такое тесто должно получиться, то есть по консистенции такое, как оно и было изначально. В эту часть теста, в 4-ю, я добавляю 70 грамм молотого фундука. Вы же можете добавить абсолютно любой орех. И грецкий, и арахис, и миндаль. И вот такая в итоге тоже жидкая масса должна получиться. Первые коржи испеклись, 25 минут прошло. Вот сейчас очень важно, так как тесто нежное, сразу как только можем дотрагиваться до формы, сразу же вырезаем коржи из формы, иначе они могут просто стягиваться.
Переворачиваем на решетку, достаем их из формы, даем им полностью остыть. Если же вы хотите убрать их в холодильник, обязательно каждый корж заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. В эти же формы я их застелила новой фольгой и отправляю выпекаться также ореховое тесто сейчас и шоколадный корж. Также на 25 минут при температуре 150 градусов Цельсия. Вот такие ровные они получаются. Ореховые я немножко срежу, потому что тесто стояло долго очень. И возможно, что вот на последнем корже будет шапочка. Корж очень мягкий, очень нежный. И вот в ореховом небольшой такой бугорок у меня образовался. Это и не удивительно, потому что очень долго стояло у меня тесто. И смотрите, корж получается абсолютно ровным, очень красивым внутри, и это тесто практически не крошится. Здесь килограмм сметаны у меня. Сметана 30% жирности, 2 пакетика ванильного сахара по 8 грамм весом каждый. Слегка перемешиваю до однородности, добавляю туда 100 грамм сахарной пудры. Сахарную пудру берите по вкусу. Если же у вас сметана жидкая, обязательно нужно ее отвешивать. И добавляю туда 40 грамм загустителя для сливок или для сметаны. У меня загуститель для сливок. Можете брать загуститель для сметаны. И все это просто взбиваю сейчас до пышности. Особо устойчивым этот крем у меня не будет, но я торопилась, не отвешивала сметану. Вы же можете ее отвесить на марле в холодильнике, и у вас будет плотный тогда крем. Вот такая консистенция у крема. Коржи полностью остыли, и сразу собираю торт. Разделила на весах крем на 3 части и выкладываю крем. Еще раз повторяю, такой очень нежный, он не очень хорошо держит форму. Если вам нужен более плотный крем, на моем канале зайдите на плейлист рецепты кремов и выбирайте себе по вкусу. Под этот торт подходят практически все виды заварных кремов. Крем сюда можно использовать абсолютно любой, какой вам нравится. Также с маскарпоне можно, и шоколадный можно использовать. И вот собрала в такой последовательности и убираю сейчас на ночь в холодильник. Прошла ночь. Достала я торт из холодильника. Немножко бока у него вот так вот выравниваю. То есть крем схватился. И посыпаю опять же ореховой крошкой. Украшать можно по желанию. Торт очень вкусный, его можно пропитать также, этот торт, эти коржи, но я этого не делаю, мне достаточно пропитки от сметаны. И вот такой красивый он в разрезе получается. Пропитку я напишу вам в описании под видео, если вы захотите пропитывать. Можно пропитать, тогда будет еще более нежным. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.